Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить, сказать несколько слов в этом небольшом видео о такой теме. Я назвал эту тему «Путь магов и пустота». Существует два типа мировоззрения, два типа понимания мира. А один из них, из этих мировоззрений, сводится к тому, что, и мы знаем хорошо, кстати, это мировоззрение, потому что мы хорошо знаем и интересуемся буддизмом и индуизмом. Вот там природа сводится к пустоте. Вот я хочу разъяснить, почему это так. Я думаю, что многие и так это понимают. Но на всякий случай я опишу это по-своему. И хочу сказать, почему нагуализм не является частью этой традиции. Чем он отличается? Вот метафизика буддизма и метафизика индуизма, и я с этим согласен полностью, утверждаю, что природа в конечном итоге обладает качеством пустоты. Здесь надо правильно понимать смысл этого термина, смысл этой шуньи или шуньяты, этой пустотности. Почему? Почему это пустота? Что это значит? Что у бытия нет ни одного стабильного качества. Вот в этом все дело. То есть для индийского мышления реальность и стабильность это было нечто принципиальное. Если что-то нестабильно, оно нереально. Если оно появляется и исчезает, значит его реальность под сомнением. Стабильность проявления приравнивается к реальности проявления. Так вот, в нашем мире, который нас окружает, ничто в этом смысле нереально. То есть нам не на что опереться. Вот это очень важно понять. Идея стабильности и опоры – две идеи, которые постоянно присутствуют в индийском мистическом философствовании. Как можно на что-то опереться, если это то есть, то его нет? То оно появляется, то тут же исчезает. Практики, занимающиеся усилением осознания, знают, что только осознание придает миру определенность. Это я написал. И это мы действительно начинаем чувствовать в результате практики, мы начинаем понимать, что вот сейчас мы придали миру, который нас окружает, определенный смысл. Мы. И вот здесь мы
открываем как бы проход к пути магов. Если мы сами придаем определенность этому миру, что мешает нам этот мир пересотворять, пересоздавать внутри себя, фиксируя новые и измененные типы реагирования на него, новые типы его чувствования или там эмоционального переживания. Здесь начинается наша собственная магия. Вот поэтому я говорю, путь магов — это одна традиция. Традиция пустоты говорит о том, что наша цель — растворение в этой пустоте. Каждый веданта понимает эту пустоту по-своему, скажем, буддизм тоже в разных школах понимает эту пустоту. Тоже каждый выделяет немножко по-своему какие-то свои нюансы этой пустоты. Но смысл такой, окончательный смысл практики всегда в том, чтобы раствориться в этой окончательной пустоте. Выйти таким образом из круга сансары, из круга рождений и смертей, и на этом закончить этот спектакль. Спектакль бессмысленный для тех, кто верит вот в эту концепцию. Путь магов немножко отличается в этом смысле. Я хочу сразу подчеркнуть, что эти концепции ничем не противоречат. Они не конфликтуют друг с другом. Они скорее дополняют друг друга. Мы можем использовать эту пустоту как материал, который подчиняется нашему осознанию и пересотворить мир, в котором мы живем. И вот это вот, когда мы делаем это своей целью, своей практики, это называется традиция пути магов. Я думаю, что по этому пути шел Дон Хуан, и традиция Дона Хуана, о которой нам рассказал Карлос Кастанеда, сразу возникает, конечно, вопрос, как это сделать, или что абсолютно необходимо для того, чтобы это у нас получилось. Мы можем выбирать мир, в котором собираемся жить. Кстати говоря, отголоски этого пути магов мы можем найти и во множестве учений, которые посвящены в основном описанию мира как пустоты. Там везде упоминается о том, что в том случае, если вы будете достаточно осознанны, у вас есть выбор, и вы можете что-то такое сделать. Не всегда это описано достаточно четко. Вот я сейчас попробую кое-что, по крайней мере, сказать на эту тему с философской энергетической точки зрения, о философской энергетической основе этой практики.
об обязательных условиях, при которых она начинает работать. Ну, во-первых, дисциплинированное, то есть натренированное внимание, которым мы научились управлять. Главное здесь отделить внимание от напряжений тела, научиться удерживать внимание в состоянии неподвижности. Ну, вот, кстати говоря, я собираюсь вообще прочесть летом подробные курсы о пути магов. Так что приходите, это будет в августе и в сентябре. А это вот такое общее общий набросок, скажем так. Дисциплинированное внимание нам, безусловно, нужно. Поскольку внимание является прямой проекцией сознания, мы в процессе этой работы обучаемся отделять осознание от описания, что есть важнейшая цель практики всего этого курса. Там много на самом деле нюансов в процессе работы с вниманием. Мы начинаем иначе его ощущать, иначе его замечать, это внимание. Но об этом не буду говорить сейчас. Второй момент — это, конечно, намерение. Намерение со способностью видеть себя в состоянии реализации этого намерения. То есть, когда вы намереваетесь изменить что-то в этом мире, самого себя в этом мире, вы должны увидеть, как это будет выглядеть. Ваше воображение должно быть ярким. И оно должно вовлекать все ваше тело в себя. То есть не только видеть, но и чувствовать, ощущать, переживать всем своим существом. Вот это вот важное качество. Его мы развиваем в процессе нашей практики. Ну и третий момент — неделание. Неделание — это более сложный момент. Что такое неделание? Если говорить научным языком, это деавтоматизация перцептивных процессов и разборка собранных смыслов. То есть мы пытаемся автоматическое восприятие сделать неавтоматическим. А смыслы, которые мы надеваем на объекты совершенно тоже автоматически, вот эти смыслы нам нужно растворить. То есть я вижу предмет любой. Стакан, стол, кресло. Все эти смыслы, они как будто бы прилеплены к этим объектам, на которые я смотрю. И это есть одно из условий фиксации точки сборки в этом положении. В неделании мы забываем об этих смыслах. Мы должны забыть об этих смыслах. Это важнейший момент. Чтобы создать новый мир, надо очистить пространство от старых смыслов.
и убрать старые автоматизмы. Мы остаемся с ясным, чистым осознанием в ясном, чистом пространстве, в котором больше ничего нет. Это, как видите, достигается только в результате систематической работы. Не мгновенно, не сразу. И тогда мы берем свое намерение. И из этой пустоты, из этой чистоты и ясности создаем то, что мы хотим увидеть. Не мы подчиняемся миру, не мы жертва мира, не мы обусловлены миром, а мир обусловлен нами. Вот это принципиальное положение, которое очень трудно в нас входит. Это надо открыть в процессе практики самому. Надо это почувствовать. Надо почувствовать, как наше внутреннее состояние влияет на мир, окружающий нас. Если хотя бы раз это у вас получится, уже будет проще. Хотя бы первый раз надо это ощутить. И, конечно, в идеале мы должны почувствовать реальность, лишенную смыслов, реальность, лишенную вот этого человеческого содержания, чтобы понять, на какую энергию мы опираемся. Нам иногда это открывается, когда мы занимаемся практикой, если мы занимаемся практикой правильно. Вот это вот важный такой момент. Об этом надо тоже поговорить. Ну вот это вот неделание. И четвертый заключительный пункт – это освобождение от описания. То есть отсутствие всех цепляний эго, безупречность. Здесь мы должны специально обратить внимание на то, как связаны в этом пространстве тоналя, в этом нашем внутреннем мире, как связаны эти все содержания, как они цепляются друг за друга, и освободиться от них. Когда мы находимся в состоянии безупречности, мы осознаем, по крайней мере, значительную часть вот этих цепляний, и есть шанс освободиться от этих цепляний. Примерно так. То есть реальность течет, реальность никакая. Мы все время пытаемся на эту реальность надеть картину, карту, которая находится у нас в тонале, и отождествить, и сказать: да, вот мир такой. И мы там верим какие-то секунды, в какие-то мгновения, да, мир такой. Хотя он вовсе не такой. Он такой только в эти секунды. Когда мы занимаемся практикой, тональ засыпает, описание мира останавливается, и у нас есть крохотный шанс почувствовать реальность вне описания. Буквально несколько секунд. Если наше намерение будет достаточно сильным, то мы сможем побыть в этой реальности не несколько секунд, а полминуты, минуту, в результате чего наша точка сборки сместится, освободиться
из зафиксированного положения, и там мы сможем делать все, что захотим. То есть поступать как маги с миром, который нас окружает. Наука это не простая, я не говорю, что это легко, но я хочу сказать, что это возможно. И путь этот начинается внутри нас, там, где мы создаем состояние. Это самое главное. Мы начинаем этот путь внутри себя, в этом безмолвии, в этом покое, в этой тишине. И постепенно это безмолвие, эта тишина, покой и свобода начинают растекаться изнутри, распространяться на окружающий мир. И мир начинает этому подчиняться. Вот такая основная идея. Ее невозможно пересказать как идеологию. Ее можно пережить, просто занимаясь практикой. И в какой-то момент вы ее напрямую начинаете чувствовать. Как я и сказал, что мир становится таким, каким стали вы. Вот это здесь, наверное, самая важная идея, которая все определяет. Мы управляем миром, мы его создаем, мы его формируем, мы создаем атмосферу, в котором этот мир движется в определенную сторону. Главная сила, которая движет этим миром, это наше намерение. Вот почему это все называется путь магов. Когда мы обучаемся манипулировать определенностями своего внутреннего мира, мы следуем пути магов. Так я себе записал. Ну вот, наверное, это все в этом нашем коротком видео. То есть перед нами предстает мир как череда, как это было сказано у Кастанеды, миров второго внимания. И мы можем выбрать один из этих миров. Более того, мы можем эти миры, мы участвуем в их оформлении этих миров. Вот примерно так. Пока на этом остановимся. Спасибо за внимание.